приветики. Нам сегодня обещали ураган, дождь. Ну, еще не вечер. Даже школьники остались дома на 3 дня. На дистанционку загнали. Ой, как жалко, как жалко. Мы отцветаем. Мы отцветаем, но один бутончик. И слушайте, хоть и прохладно, наверное, у вас у всех прохладно. Какой-то прям апокалипсис в плане того, что природа сходит с ума. Моя Майя, моя Майя, моя Майя вот такая. Леодорку я вам часто показываю. Но она отвернулась от нас, не хочет. Надо ее разворачивать, листья не дадут. В общем, я здесь по приезду все пролила, все устроила. Сезамчиком любуюсь. Ну просто великолепный красавчик. Позже всех расцвел. Но он такой мощный, и куст мощный, и цветок мощный. В общем, показываю. Показываю вам, пока еще есть что показывать. Потом, как начнут все массово отцветать, грустно станет нам опять. Да, девчонки и мальчишки, это мой полупилор. Вот так бывает, что пилор, а потом он полупилор. Видите, вот на одной ветке есть красивые тюльпанчики в начале обнадежили, а потом все ближе к краю ничего не знаю. Не случилось. Пилоричность до края цветоноса не дошла. Видите? Вот так вот. Но она красивая, это мандрюха. Такая она классненькая. Хазард я вам рассказывала. В этом сезоне просто какой-то лентяй. Что это такое? 3 цветочка. И, кстати, я же хотела его сравнить. Сейчас, девочки, принесу сюда или туда пойдем. Хотела его сравнить с этой. Где она у меня? Там уже нечего сравнивать. С Wedding Dress. Мне казалось, что они чем-то похожи. Вот видите, но Хазард более кремовый. Сейчас я вам достану. У меня здесь сегодня... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, нужна 3-я рука. Ой, девочки. У меня тут остаток цветения малышни, и вот они спутались. Не малышни, это мелкоцветковая. Просто вот эта красота. Уже все опадает вот здесь. Вот, видите? Остался цветочек, который цепляется теперь за все. Я просто хочу шайничку спустить. Видите, что творится? Уже многие начинают отцветать. Но шайничка еще цветет. Она красавица. Смотрите, какая. Ой, какая красивая. Я хочу достать вот эту. Вот эту, которая тоже отцветает. Но вам хочу показать ее в сравнении с Хазардом. Клала сюда на стол, чтобы видеть, чтобы сравнить. В общем, девочки, я думала, что они больше похожи, но в принципе, что-то есть общее, но разница есть. Вот у Хазарда вот такой язычок, видите, с крапинку, и более такой розово-телесный цвет, я бы так его назвала. Ну, такой розово-кремовый. А здесь больше в розовинку уходит и совершенно другая губа. Ну вот из-за того, что он такой получился паникающий у меня. Здесь остался у Wedding Dress только 1 цветочек. Уже отцветает. И в этом году как-то она нерясно цвела. Она немного приболела у меня. Хотя, в принципе, по корням неплохо. Было хуже. Начала уже углубляться. Вижу, там какой-то папоротник растет. Откуда он взялся, видно, с мхом. Ну и я жду, когда она нарастит. Мне, надеюсь, в этом году розеточку побольше. Она у меня, по-моему, из 1,7. Красотка. А может и 2,5, девочки, не помню, но это азиатка. Так она уже все. Это было всего лишь-то, господи, 4 бутона. В прошлом году было намного реснее цветение. А Хазард тоже как-то не очень в этом году. Хотя куст очень даже голландский, классный, мощный куст. Казалось бы, чего так. Ну ладно.
Тыльная сторона у Хазарда вот так выглядит. У нее более розовая. Да, они разные. Они пастельных тонов, но они абсолютно разные. Вот видите, думала, что не смогу сравнить, но сравнила. Потому что очень часто так смотришь, когда они цветут в разное время, кажется, ну вроде ж у меня такая есть. А на самом деле они все же не похожи особо друг на друга. Но обе вот такие вот классненькие. И, кстати, у Хазарда, ведь я его тут прям подписала, были проблемы с корнями. И я его на наращивание посадила. Здесь у него, видите, внизу керамзит, сверху мох. И он в мхе очень даже неплохо пошел. Очень даже. Возможно, эту надо было тоже так посадить. Но она со временем уже и здесь адаптировалась, и ей здесь неплохо. Я заметила, что ее главное сильно не заливать, просто держать так аль денте. Так, я здесь, конечно, начала уже всякие движухи. Решила полить, но так как сейчас очень прохладно, я только некоторые полила, которые были действительно влажные. Вот, например, моя, сейчас достану, Виолацея Ред. О, Господи, высыпалось все. Я ей тут кокос сверху положила. Виолацея Ред моя, она цвела, пахла так хорошо. Она влажная. Корни у нее вот растут замечательно. У нас сегодня очень, хоть и светло, но здесь у меня темно. Включила свет. Я удивилась, что она у меня такая влажная. Видимо, я доливала, просто забыла. Я, бывает, посмотрю, если кто-то у меня высох, я доливаю. Но здесь в кашпо она медленно просыхает. И вот она начала растить после цветения новый листик. Я довольна. Виоланцея индиго у меня, конечно, в более плачевном состоянии, на другой полочке. Но там вообще, но тоже восстанавливается. Она пришла хиленькая, 1,7. Это тоже 1,7 пришла, но это как-то в рост лучше пошла. Вот эту все ждала. Мету Гигант Драгон. Но не дождалась. Вот я немножко водички плюхнула, она уже попила. Она не цвела ни разу. Вот эта орхидея ни разу не цвела. Но она растит. Вот там корни такие, видите? Она прямо плетает все. Такая молодец. Я ей там сделала в закрытой системе, видите, прям куски такие керамзита, коры. И она там, я ее не заливаю. Я вот так на пальчик наливаю, и она пьет. И наращивает свой кустик. Вот корешки вдоль стеночки пустила. Так, здесь у меня мучатся поддончики. Неизвестная орхидея, которая ни разу не цвела. Это от Сони кустик. Он болел, адаптировался, дал вот такой маленький по приезду листик. Потом уже выдал хорошие листики, но еще не цветет. Он у меня, видите, корни растит. Ну, не знаю, кто это. Должна быть какая-то пилоричная орхидея. Не имею понятия. Это была такая покупка на авось. Авось что-нибудь будет интересное. И вот этот авось уже 2 года никак. 2 года, да, или сколько? 23-й год, 12 месяц. В декабре будет 2 года, как у меня, но еще ни разу не цвел. Так, наконец-то углубляет корешки и растит новые. Это детка от моей красотки Леодору. Так сказать, дубль Леодоры. Ну, сейчас, наверное, ее немножечко взбрызну. Здесь у меня тоже корешки появились у детки спасенки. В такой системе. Внизу пеностекло с водичкой, потом мох. Это у меня детка Pink Galaxy. Видите, она какая. Вообще, я думала, что ничего из этого не выйдет. Но ничего. Пошли сверху корни.
Думаю, что они углубятся со временем, и все будет хорошо. Такая вот мамзель в такой банке. Редко поливаю, просто вниз наливаю водички. По пеностеклу, по мху она идет, и вот она тут уже очередной растит ярус листиков. Пускай. Так, это моя бабочка миниатюрная. Отцвела, я пообрезала. И надо вымыть поддон сейчас, но она еще мокрая. В общем, надо тут разбирать и разбирать. Вот эта посадочка неплохо себя зарекомендовала, но еще не цвела. Но корни в лагруне в банке очень неплохо наращиваются. Видите, листик вырос. Это у нас кто? Ой, боже. Это, короче, какой-то бьюти. Я не могу прочитать. Не хочу его. Джой. Это Джой какой-то бьюти. Аукленд бьюти. Джой Аукленд бьюти. Но он еще не цвел, поэтому я не знаю, кто это. Но он пока вот занят корнями. У него корней было мало, а здесь прямо вот все-таки в плагроне хорошо наращивать корни. Чуть-чуть водички тоже в одно место вот так наливаете. Плагрон поднимает, корни наращиваются. Вот еще одна банка, ну с корой. И такая же банка квадратная. Здесь мой танцор, не танцор, а Stone Dance желтенький, цвел классно. Мне он нравится, он растит корешки, но у него здесь более органическая посадка. Видите? И он после цветения дал листик. Видите, в органике, в такой же банке, мне кажется, получше развивается в плане роста. Все-таки, хотя здесь тоже лист вырос. Не знаю. Они, в принципе, плюс-минус одинаковые, но разные сорта. Но этот процвел, а этот не захотел. Не знаю. Видимо, надо давать больше питания сюда. Все-таки неорганический компонент. Так, ну и кто здесь у меня еще доцветает? Красавчик. Господи. Я помнила, как тебя звать. Вивьен. Вивьен пилорик. Да, он у меня бабочкой цветет все время. Такой красивый. Но листья растит, но не так, что прямо вот охотно. Он немножко капризничает такой. Так, эта красота еще цветет и пахнет. Очень мне нравится это. Браво Сара Голд. Классненькая такая. Вообще, знаете, как ромашечки такие. Ну, такая аппетитная, ну такая красивая. Очень она мне нравится. Малявка. Неплохо растет. Так, вот это моя легенда. Я вот все думаю ее пересадить, но вижу, она здесь тоже неплохо. Ну, листья, она корнями обрастает, но думаю, когда корней нарастит, пойдет уже и растит листья. Видите, вот в таком контейнере для сыпучих продуктов. Ну, еще мокренькая. Март 24-го. Ну, пока она не цвела, и вот как-то она неохотно растит листики. Значит, не все ей нравится. Что здесь у меня? Вот это моя красота какая-то. Имеет странный цвет листа. По приезду тоже он был такой светлый. Сейчас вот он такой переливчатый и удобряется. Это от Мету принцесса Red Point. Она ни разу не цвела. Не знаю, что это за чудо-юдо. Вот корни вот уже вот прям вот так вдоль горшка повылазили, идут. Не знаю, ребят, вот какой-то у нее, может это потому, что сорт какой-то интересный, либо что-то не хватает, ну я не знаю. Вот такой вот у нее цвет странный, видите, как хлороз или что, или пересвет, скорее всего. Возможно, пересвет от лампы. Может убрать ее отсюда куда-то в менее освещенное место. Видите, как странно, да? Но не цвела. Хотелось бы на нее глянуть, что там дядюшка Мету наколдовал. Но у меня вот так это выглядит. Не знаю. Так, вот этот мне сегодня буквально смотрела. Он этот самый корни Cervi Red Сиблинг. Короче говоря, он пришел ко мне. Опять-таки, это же вот этот другой дядюшка.
Джозеф Ву. Вот, от него пришли вот такие прям фласочные ребята. Ну, просто малявки. О, по-моему, еще один корешок идет. Ну, я вот так посадила. Не стала в совсем маленький горшочек. В такой посадила. Ну, вроде там что-то растет. Здесь корней пока не видно, но сверху корешки. Думаю, что оттянется. Так, мой биглипчик. Красавчик все так же растет. Мне он очень нравится. Такой мелкашный. Лимоша там песни вам поет, приветы передает. Спрашивали, скучала ли я и скучала ли Лимоша за мной. Я скучала, Лимоша не знаю. Ей и так была хорошая компания. Смотрите, какой интересный биглипчик зебра. Вот кому попадется, он такой компактный, посмотрите, на уровне руки. Маленький, на подоконничек где-то, на полочку. Вообще такой замечательный, классный такой и забавный. Вот тот случай, когда на картинке он совсем какой-то недуже. Корней нарастил, конечно. Ужас, сколько. Вот его надо, кстати, полить. Ему бы кашпо сообразить надо. Хотя, с другой стороны, дай ему... Он вот на такой подставочке стоит. Дай ему кашпо, иди знай, начнет... Начнут, как у биглипы любят, корни сбрасывать. Такой букетик симпотный, да? Классный. И так долго цветет вообще. Так, и сегодня меня порадовали эти две кроссовки. Вернее, вот это порадовало тем, что у нее появился наконец-то в серединке листик. Это Филадельфия. Вегания, да? Как она называется? Это Шиллериана настюартиана. Мне когда очень давно была, та из старых, я ее, конечно, не имела понятия, как за ней ухаживать. Она мне несколько раз цвела, и я ее, короче, загубила. Залила или засушила, непонятно. Но вот ту старую, которая была лет 10 назад, ее сейчас не найдешь. Правильно? Это уже новые вариации. Так, а это, а ну, рассказывай, у тебя есть середина? Это стюартиана Yellow. Она хоть немножко преобразилась в плане, вот корней нарастила, и она лист не дает, жадину. И у нее не было тургора вот на этом листике, но он появился. Как только корней стало больше, видите, она начала корни наружу гнать. Вот она, стюартиана варнобилис сиблинг. Девочки, что такое сиблинг? Я так и не разобралась. Во многих названиях подписано это сиблинг, что он обозначает, неизвестно. Надо подлить водички, уже суховатая. В общем, сейчас поподливаю и посмотрю, кому чего не хватает. Так, это мой здесь сбоку припеку мой горизонт, недавно купленный. Ну, он полит. Он в таком еще грунте сидит, том покупном. Никто его не трогал. Никто его не пересаживал. Ну, а так как пересаживаю только я, значит, я его не пересаживала. Вижу, часть корней у него схлопнулась какая-то у него часть корней осталась. Что-то уже даже в росте. Я ему немножечко тут топсинчиком промазала шею. Нам мне что-то не понравилось. Я все подозрительные места либо максимом, либо топсином. Но топсином безопаснее, потому что максимом можно на корень попасть и пожечь корни. А топсином безопаснее это делать. А, тут же у меня вот это, кстати, девочки. Так она не процвела. Я так надеялась, это от аллюры, вот это астероид. Ну что-то он какой-то. Он дал 2 цветоноса. Бутоны вроде как даже собирали. По-моему, даже был какой-то или не было бутонов. По-моему, он просто остановил. Да, не было бутонов. Он замер. Я так ждала. Аллюра астероид. О, он суховат. Вообще суховат. Вот он быстро просыхает. Сейчас я его хорошенечко буду поливать. Где моя поливалка? Надо искать. А вот. С теплой водичкой. Я бывает даже его вот так вот промываю. Но мне кажется, у него посадку сильно я сделала рыхлую. Вон даже корни посохли сверху. Я его проливаю. Да, посохли сверху корни. Надо его чаще поливать. А может и нет, не знаю. Тургор хороший, но вот выпивает он воду быстро. Я вот так
до сих пор доливаю, вы знаете. Потому что иначе выше будет... У него уже корни вот тут внизу. Видите, он внизу стелется в блюдце по самому низу. Вон. Он уже достает хорошо, вот пьет. Но что-то я ему сильно рыхлую посадку сделала. Чуть больше нальешь, и вот в этом месте начинает подтекать. Так, сейчас вот эту ж тоже надо налить. Не попасть в середину. У нее там сделала дырочки, я у стертианы, видите, чуть-чуть выше уровня керамзита. Типа, чтобы немножко была вентиляция. Поэтому, когда если много наливаю, то стараюсь в серединку не попасть. То бывает, что переливается. Ну вот до уровня дырочек наливаю. Там корень есть? Да, вот уже есть корень там в том уровне. Сейчас будет пить. Сейчас будет пить. Так, тут у меня еще новичок на этой полочке, который приехал перед самым отъездом. Но сегодня, что мне не понравилось, я его взяла в руки. Он еще не мокрый. Это Микки Кроун. Гляньте, я не помню, была эта желтизна, не была. Что мне с ней делать? Помазать топсином? Ну, она такая, как бы, как естественная. Как будто как подсох или что. Не знаю. На 2 листьях. Но, по-моему, она и была. Я вот сейчас судорожно вспоминаю. И не могу припомнить. Я, по-моему, обращала внимание вот на этот вот желтый пигмент. Я так немножечко приподняла. Шея чистая. Ну вот 2 листа желтизной задеты. Надо, наверное, топсинчик развести и посмотреть. Неизвестно, как он будет цвести. Вот тут у него еле-еле надувается 2 бутона. Но надо его тоже чуть-чуть полить. Так, вниз налью. Так, вот нижним поливом. Он в такой креманочке стоит. У него временное такое сооружение. Не знаю, повезет, не повезет. Будет красивый, не будет по сорту, как мы любим, не знаю. Так, здесь у меня еще моя красотка неофинетия. Вроде проснулась, вроде корни начали уже активничать, но не так, как хотелось бы. Да, есть активные корни, то там, то сям. То что вообще не было корней активных, я уже думаю, боже, что случилось? Но они не массово заактивничали, еще, наверное, прохладно. Я тоже вниз воды наливаю вот так прям туда. Где-то на сантиметра на 2. И оставляю. То есть я не мочу ее так сильно. И когда летом жарко, вот так оставляю, и мох подтягивает. И когда летом жарко, тогда я могу ее исполоснуть. А так вот чуть-чуть. Чуть-чуть мох подтягивает, и она тоже должна чувствовать влагу и заходить туда вовнутрь горшка. Ну и тот, кого я хотела вам показать сегодня, это наш цветонос в бутылке. Я знаю, что многие интересуются. Это наш цветонос, который уже в августе будет 2 года, как вот так живет. У него было до сих пор воды, просто воды, и он там себе живет свою жизнь. Срезанный цветонос, помещенный в такой сосуд. И я что увидела? Сейчас мы пойдем на свет под лампы или к окну подойдем, посмотрим, что там происходит. Не знаю, девчонкам интересно вам и мальчишкам. Смотрите, у нас появился брат или сестра, или не знаю. Вот как бы на нижней почке, которая активно стала активничать под водой. Цветонос создал вот такую питательную среду сам. Вода не доливалась уже скоро как 2 года. Вот за 1,5 года, да, ну посчитайте с августа, сколько месяцев прошло. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Ну, уже получается, да, ну будем считать 1,5 года. Вот такая вот история. Он тут оживил почку, собрался цвести, было. Но бутоны не развились, вот это ответвление выросло, видите? Обалдеть, да? Вот смотрите, вот этого не было. То есть было 2 почки, вот одна дала уже 2-ю детку,
А верхняя дала типа цветонос. Но бутоны начали развиваться, но посохли, видите? Вон они, высохшие бутоны. Я ж туда не залазю, ничего не делаю. Вот. Вот, они сформировались и засохли. А здесь внизу я приезжаю и смотрю, а здесь весной, когда тепло стало, появилась еще одна детка. Их две. Корней пока ни одна, ни другая не растит. Девчата мне писали, вытаскивай. Девочки, я не вытаскиваю, потому что я не думаю, что они привыкли к этой среде подводной. Я не думаю, что они обрадуются тому, что я их оттуда вытяну. О, вот так видно хорошо, да? Видите, какие два бодрячка, огурчика? А вот эта вот субстанция, она становится, вот, разрастается. Сам цветонос выделяет эту субстанцию. Очень даже они неплохо выглядят, как для подводной жизни. Не знаю, вода когда испарится, посмотрим, что будет. Вот цветонос, который не потянули они, видите, цветонос вырос, но не потянула веточка. В общем, вот такая вот история. Вы меня просили, чтобы я вам рассказывала. Так, у меня Костя йогурт пил. Дистанционка ж, выбежал, покушал. Вы меня просили, чтобы я показывала. Вот эти девчонки, я вам показываю, что происходит с нашими этими цветочками, цветоносиком. Спросите, зачем мне это надо, я не знаю, просто интересно. В общем, сейчас обратно ставлю, сейчас здесь поубираю. Тут вот у меня под лампой он и стоит. На нижней полке. Девчата говорили, Аня, ставь на верхнюю полку, там где теплее. Я думаю, не хочу я менять ракурс освещения и температурный режим. Но раз там зародилась на этом месте жизнь, то пусть уже она и продолжается в этих условиях. Иди, знаешь, что-то поменяешь, что-то поменяется. Так, здесь у меня вторая полочка тоже сейчас будет разбираться. Красавчик Мету Кинг, он же Алюра Диамант. Все так же соблазнительно блестит на солнышке. Он с таким, знаете, запахом. Ой, обратная сторона у него шикарная. И вот единственное, мне не нравится, что цветочки вот в разные стороны. Хочется их собрать вот так воедино для того, чтобы рассмотреть. Приходится делать вот так. Лаковый красавчик. Лаковый красавчик. Тоже еще влажный. Видимо, недавно был полив. Так, ну эта красота не стесняется, все так же цветет. Дала детку, вы знаете, вон там детка. Она, получается, дома дала 2 цветоноса из точки роста. И вот кто не знает, для начинающих, не пугайтесь, ждите детей. Либо на цветоносах, либо где-то сбоку. Вот так получилось и у меня. Вот эта детка, большая, лопушистая, которая там уже, по-моему, корнями обрастает. И вот это, кстати, вот этот цветонос, который я держу, вот такой пышный, это уже цветет детка. Мамка еще пышнее цвела. Но вообще этот сорт, он любитель давать цветоносы из точки роста, так что при покупке будьте осмотрительны. Так, здесь у меня уже красавчик отцветает. И надо будет его сейчас снять и просто-напросто срезать ему цветоносы. Они уже засыхают, цветочки уже опадают, все. Он полит. Ох, как он напоен. Ну, видно, это была моя какая-то акция выборочная по поливу. И вот у него уже после цветания очень часто орхидея после того, как отцветет, она начинает растить листики и новые корешки. Кто уже давно в теме, тот об этом знает. И вот в этот период надо им давать азотика, помогать. Так, сейчас буду здесь тоже разбирать, тоже обрезать. Ягуар тоже отцвел. А этот еще, слушайте, держится. Сейчас я вам покажу. Только лимоша, его, конечно, всего тут. Это Сога Рандини, ласточка. Она выгорела, конечно.
Ну, она очень симпатичная. Это ее первое цветение. Быстро просыхает в этом горшочке. Но она достаточно симпатичная. Я вам покажу ее со стороны света. Такая вот. Я вам ее много раз показывала, но посмотрите на нее, когда она уже много месяцев в цвету. Ну, месяца 2 точно. Я 2 года ждала ее, так сказать, цветения. Не могла понять, кто это. И вот такое чудо у нас родилось. Тоже очень долго адаптировался, прям ужас какой-то. Тоже любит попить, я его нижним поливом поливаю. Он стоит в блюдце, доливаю вниз несколько раз, и он пьет. Так, хочу еще глянуть вместе с вами еще на одну орхидею. Это моя парфюмерная фабрика. Наверное, Сеншен бабочка. Она же у меня с этой стороны по несколько листьев. Видите, она такая однобокая. Вдруг ни с того ни с сего здесь отсушила несколько листьев. Я уже испугалась, но вроде нормально. Так, надо всех протирать, надо всем наводить порядок. Все. Она пока стоит молча после цветения. Еще ничего не поняла. Ну как молча? Она растит листик. Не совсем уж и молча. Она очень компактная, эта фабрика. В отличие от Адорион. Либо это у меня куст такой. Не совсем здоровый, но цветущий периодически. Очень приятный. Потому что Адорион вот такой вот огромный. Так, друзья мои, все. Еще раз вам покажу своих красавиц. Вы все знаете их. Это на верхней полочке у меня еще цветет Black Piano. Красавчик. Вот это он в мутации, вот это он без мутации. Доцветает и требует полива моя Ирен Добкин. Уже кидается цветочками. Доцветает Адорион. Красавчик, тоже требует полива. Черри Бом, красотка. В этом сезоне только 4 бутончика. В прошлом году было где-то около 6. И вот тоже с одной стороны, где мы ходим, поскидывала цветочки. Вот эта красавица Чемпион. Как-то она называется? Чемпион. Ой, Рейнбоу, по-моему. Не Чемпион Лайтинг. Чемпион Лайтинг это вот здесь скидывает цветы тоже уже. Вот она. Вот все, что от нее осталось. Пару цветочков. Их много не было, но вот парочку осталось. А это Рейнбоу. Чиолин, по-моему, Рейнбоу. Вот тоже 3 цветочка осталось. Жалко, что доцветает, но и так хорошо. И так хорошо подцвели, порадовали. Ну, вот это будет долго желтенькая цвести. Baby, как она называется? Baby Gold. Она долго цветет. И вот еще из видовых метушный товарищ тоже будет радовать еще долго. Вот еще один бутончик готовит. Ну, 2 бутончика. Отцветут все гибриды голландские, а метушки еще подержатся. Это еще, наверное, подержится. В общем, я начинаю наводить порядки, пополиваю, кого надо полить. Всем привет! У кого нет еще вот этой красоты, красивой, симпатичной девочки, обязательно прикупите. Она у меня уже выпрыгивает из горшка. Кстати, очень девочки любят попить. Надо будет ее как-то пересаживать, но у меня дилемма вот с этими нижними корнями. Ну, придется от них избавляться. Придется вот эти верхние, более новые, в грунт опускать. Такая красота. Да? Клевая. Еще такая есть бабочка. Но вживую я не видела. Пахнет. Ароматная. Если будет на солнышке, вообще будет ароматить у вас. И когда она расцветает, она становится яркой. Так что на этой оптимистической, желтенькой летней ноте разрешите с вами попрощаться. Обнимашки. До встречи в комментариях. Пока-пока.